Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Лена. И сегодня мы с вами будем творить вот такую красоту. Пышные, яркие, а самое главное, очень легкие бантики из органзы. Такие бантики подойдут как для малышек, так и для девочек постарше, возможно, в другом цвете. Те, кто любит объемные банты, вам сюда. Для начала нам потребуется 3 отрезка органзы шириной 4 сантиметра, длиной 1 отрезок 50 сантиметров, второй 70, третий 1 метр. Начнем. Мы берем иголочку, берем любой отрезочек, начинаем стягивать. Вот так вот. Все умеют шить потихонечку. И идем до самого конца. Ширина шага не имеет значения, все равно это будет стягиваться. Итак, мы прошили отрезок длиной 50 сантиметров. Сейчас мы его стягиваем до конца. Фиксируем его. Вот так должен у нас выглядеть отрезок длиной 50 сантиметров. Отрезок длиной 70 сантиметров мы стягиваем не до конца. Отверстие должно быть около 2 сантиметров. Отрезок длиной в метр должен быть с отверстием около 3 сантиметров. Затем берем фетровый пятачок шириной 3,5 сантиметра и будем крепить наши детали на него. Для этого смазываем горячим клеем. Я мажу всегда половину, и потом было удобнее разложить оставшуюся часть. Выравниваем аккуратнее, потому что клей горячий и на органзе он очень виден, поэтому не мажьте очень много клеем, только чтобы закрепить край. Затем отгибаете оставшуюся часть ленты и промазываете краешек. И точно так же фиксируете. При этом складочки старайтесь делать как можно ровнее, красивее, чтобы бантик у нас имел эстетичный вид. Вот так получилось. Далее берем отрезок длиной 70 сантиметров и крепим его сверху. Аккуратненько разлаживайте его, чтобы он тоже гармонично смотрелся. Зафиксировали. Ну и далее берем вот так, загибаем и хорошенечко промазываем серединку и немного сбоку. Вот так. И вот в серединочку аккуратно вставляем наш третий отрезок. Фиксируем его, прижимаем, распрямляем все наши складочки, придаем форму бантику. Итак, вот зафиксировали наш бантик, придали форму. Теперь можно крепить резиночку.
Можно закрепить ее просто горячим клеем вот здесь. Но я так делать не советую, потому что резиночки держатся неплотно. Мы будем использовать другой вариант крепления, более надежный. Для этого берем резиночку. Это резиночка диаметром около 3 сантиметров. Можно использовать больше, но мне удобнее. Эти резиночки, они хорошо тянутся. Фетровую пяточку диаметром 4 сантиметра. И белую ленту шириной 1 сантиметр. Итак, складываем пополам, затем еще раз пятачок, чтобы наметить серединку. Затем делаем примерно от центра. Здесь отступаем 5 миллиметров и здесь отступаем 5 миллиметров. Делаем прорези. Получается вот такой разрез. Промазываем клеем и крепим резиночку. Стараемся делать это аккуратно. Чтобы клей не выходил за пределы резинки. А затем для лучшей фиксации берем ленточку. Я предпочитаю обжигать всегда, чтобы она не пушилась. Протягиваем снизу наверх. Вот отмеряем примерно. Фиксируем на резиночке. Так, прижимаем. Протягиваем ленту в отверстие. Вот так. И будем фиксировать ее с обратной стороны. Так. Клеем много не мажьте. С обратной стороны обрезаем, обжигаем, чтобы она не пушилась, фиксируем и вот получилась у нас хорошо закрепленная резиночка. Затем с обратной стороны нашу фетровую пяточку с резиночкой мы по центру очень хорошо промазываем клеем, по бокам аккуратнее, чтобы когда мы будем фиксировать, клей не вылез наружу. Намазываем и фиксируем на нашем бантике. Прижимайте получше. Вот получился наш бантик. Такие бантики очень удобны для малышек, очень легкие, невесомые, удобны под шапку, потому что они держат форму. Надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезен, для того, чтобы я понимала, что он вам понравился. Ставьте лайк. Жду вашей реакции. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Всегда рада ответить. Спасибо за просмотр.